Анонсы предстоящих видео, самые свежие новости из моей жизни, сочные фоточки – все это вы найдете в моем телеграм-канале. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Мша, и сегодня у нас просто экспресс-прогулка по Киеву, 23 сентября 2015 года, и сейчас вечером, уже под закат, мы посетим с вами Подольско-Воскресенский мост в Киеве. Эпичное сооружение, которое я видел сбоку, когда залезал пару лет назад на Московский мост, но сейчас мы будем его руфить. Тут на самом деле целые гей-парады ходят, поэтому не скажу, что это что-то такое такое необычное, но тем не менее, мы с вами залезем и тоже посмотрим Киев с этой стороны. Поздоровайся со всеми. Всем привет. Ага. Лезем или по солидольчику, или по конструкции. Выбирай, вариантов много. Ну, слушай, солидольчик совсем скользкий? Ну да, я думаю, плюс твой рюкзак. Да, я думаю, что я соскальзывать буду. Так как многие ползают по мосту, здесь его обмазали солидолом, дабы народ не залезал. Но некоторые вот пытаются, забираются. И что-то у них даже получается. Как спускаться будут? Я честно... Не получается. Да, не получается. Не пошел. Все в обходную. По конструкциям. Мост, на который мы сегодня залезем, является частью грандиозного проекта по развитию транспортной инфраструктуры города Киев. Общее название всех строящихся сооружений – Подольский мостовой переход. Он будет обслуживать не только автотранспорт, но и проектируемую 4-ю линию киевского метрополитена. Подольский мостовой переход соединит Подол с левобережными районами Воскресенск и Радужный. И главное, возьмет часть транспортного потока с Троещины. Если посмотреть на карту, то видно, что город очень нуждается в этой переправе. Ведь на юге есть аж 4 моста, а северные части города соединяются только Московским мостовым переходом, в который ходит тот самый Московский мост, который я руфил еще в 2013 году. Подольский мостовой переход будет включать несколько мостов, двухуровневые эстакады, 3 станции метрополитена, а также несколько транспортных развязок. Весьма глобальная стройка, которая, к сожалению, продвигается черепашьими темпами в связи с перебоями с финансированием и проблемой расселения домов в Рузановских садах, которые находятся в пятне застройки. Самый заметный и по совместительству сложный из всех строящихся объектов этого перехода – мост через Днепр. Стальной, арочный, двухъярусный, трехпролетный, длиной 472 метра. Причем центральный пролет имеет длину 344 метра, проходя над Днепром без обустройства дополнительных опор в створе реки. Препятствовать его падению будут арки, к которым этот пролет будет подвешен с помощью вант. Высота моста по верхней точке арки составит порядка 70 метров. Выбор в пользу одного пролета над Днепром сделан для исключения возможности столкновения судов с промежуточными опорами. 2 яруса и ширина моста в 36 метров позволят осуществить сверху движение автотранспорта по схеме 3+3, то есть в 6 полос, и поездов метрополитена снизу. Также останется место для пешеходных дорожек и прокладки коммуникаций. Кратко по истории строительства. Начали в 1993 году. Деньги быстро закончились, и строительство возобновилось лишь в 2003, но с перерывами. На момент моего посещения этого моста, а это было в сентябре 2015 года, работ там никаких не велось. Съемки с квадрокоптера я сделал в феврале 2017 года. Вы увидите, что изменения минимальны. Впрочем, сейчас, в ноябре 2017, монтируя этот ролик, я узнал, что летом этого года работы возобновились. Закончатся они сдачей объекта или нет, покажет время. Но долгострой вышел знатный и опасный. В силу того, что охраны тут толком не было длительное время, мостовой переход через Днепр стал излюбленным местом посещения школьников, экстремалов, романтиков и прочих любителей самоубийцы типа меня. Несколько раз это приводило к трагическим последствиям. Буквально на следующий день после меня с моста сорвался 15-летний подросток. Насмерть. Так что руф руфом, а об осторожности забывать нельзя. Сами масштабы паломничества вы увидите в этом видео. Так что закругляемся с историей и погнали наверх. Девчата тоже... Да, на самом деле... Почти как в Иерусалим, ё-моё. Я сейчас со своим рюкзаком немножечко привалдею тут лезть. Потому что у меня сзади рюкзачок. Принимай, мне просто здесь, я чувствую, будет очень геморройно. Да, конечно. Все, что можешь, давай на меня. Все, давай тогда я к себе повешу. Сейчас... Я аккуратно, Мне проще со стороны лезть. Привет. Привет. Да слушай, блин, это проще, чем рюкзак снимать каждый раз. Процесс залаза на этот мост не является чем-то технически сложным. Как вы увидите дальше, даже хрупкие девушки вполне преодолевают все препятствия. Это и привело к масштабному паломничеству на этот мост всех, кому не лень. Плюсы таких залазов в том, что присутствует огромное количество торчащих арматурин, закладных и так далее. То есть всегда есть за что ухватиться.
Минус этого залаза – если сорвешься, то тело по кусочкам собирать будут, так как внизу не чистая вода реки, а все те же торчащая конструкция. Для меня единственным неудобством был мой рюкзак. После приезда в Киев из ЧЗО я еще не нашел постоянной вписки и приходилось все вещи таскать с собой. Такое себе удовольствие. Тем временем мы долезли до места соединения береговой бетонной опоры с металлической аркой моста, и там встретили ребят, лезущих вниз. Увидев GoPro на моей голове, они заинтересовались, куда пойдет видос. Состоялся пиар в действии. Здравствуйте. Еще и на канал попадете, хуже того. А что за канал? Урбан туризм. Ну, МШ, может, такого слышали там когда-нибудь, по Чернобылю ползают. Слышали? Да. Да ладно. Интересно, а мы вообще, я так понимаю, все на него положили, на мост? Его строят, не строят? Не, все, Хватит. хватит. Тебе руку дай что-нибудь? А я думаю, как он последний раз. Да, ты на самом деле зря так пошла. Да, хотя бы так. Я встаю, не? Давай, пару сантиметров, все. С ребятами как-то тоже залезли на эту опору, сидели. Ага. Смотрим, кран поворачивается, принос так. Я смотрю, типа, не понял, начали строить, что ли? Смотрим, короче, ветер просто подул, сбоку его начало разворачивать, он как раз боком стоял. Начал разворачивать, упорся как раз в эту опору. Я сейчас на третьей очереди был ЧС, короче, там вот эти тоже эти краны стоят, и тоже один такой чуть подвернулся, я так, черт. А он сейчас таким скрипом, блин, тоже сыграла немножечко жим-жим. Ну все, тогда удачи вам. А вы что, вы вниз? Да можно пускать. А, ясно, все, удачи, счастливо, ребят. Далее нам надо попасть внутрь самой арки, так как там находится удобная лестница. Для этого лезу по арматуре в проем между береговой опорой и аркой. На видео видно, что снизу эти элементы соединены. Это шарнирное соединение. Нужно оно для того, чтобы правильно выставить арку, когда ее будут подвешивать на ванты. Пока что же она покоится на временных опорах. По окончании вывешивания это место будет забетонировано, а опоры демонтированы. Следующий конкурс был связан с попаданием внутрь самой арки. Рабочие перекрыли часть входов, но один остался. Ну или его чьи-то чумелые ручки открыли, что скорее всего. Узко, но пролезть можно, так что устремляемся внутрь. Диалоги, которые вы услышите дальше, связаны с моим объемным и тяжелым рюкзаком. Как я сказал, эта часть будет бетонироваться. Для улучшения качества сцепления бетона и металлоконструкции арки тут оставлены закладные в виде торчащих штырей. На фотографии вы видите, как их много. Тогда я еще не знал, для чего это нужно, сейчас я, конечно, уже учу о ней и понимаю. Но это не отменяло то, что рюкзак всеми лямками, тесемками и прочими выступающими частями цеплялся за эти многочисленные закладные, привнося, как я сейчас выражаюсь, великую потужность в моем деле попадания на верхушку этого моста. Был бы тут не такой проходной двор, я, может, и оставил рюкзак, взяв все необходимое. Но народу тьма, и бросать рюкзак с ценной техникой было стремновато. Потому я тащил его, насколько возможно, ближе к верху. Давай мне, наверное, сумку вначале, чтобы ее не спихнуть, пока рюкзак будем протягивать. Сейчас, секунду. Взял. Я помню, перед собой в 2 раза меньше рюкзак толкала, еле вытолкала. Как сейчас с этим будет, я не представляю. Сейчас, погоди, я сумку вначале. Ага, конечно. А, там уже лестница, все, я понял, про что тут разговор. Тебе надо развернуться. Главное, девочка не стать с этими штырьками, блин. Так, ну давай мне. Не знаю, сейчас я буду пробовать. Я его даже поднять не могу. Сейчас. Подожди, я хочу как можно тебе поближе подъехать. Так. Опа. Есть. Смотри, там не зацепилась ни за что. А, сейчас, подожди, зацепилась, сейчас помогу. Это неудобно, это не продумано для руферов. Да, дай-ка я вот тут подправлю. Почему он застрял? Посвети, пожалуйста. Ага. А, слушай, у него уже все. Просто повесить его на шею. Все, теперь дело за вами. Ага.
Попав внутрь и удостоверившись, что Ксюша залезет, устремляюсь наверх по лестнице, где догоняю ребят. Мы доходим до места соединения первого и пятого верхнего сегмента арки. Они пока еще не соединены вместе и покоятся на временных опорах. Две деревянных дощечки помогут нам преодолеть зазор между сегментами. Не, просто парень слезает, дает руку девушке, а второй руку девушка принимает. Все, девушке будет не страшно. Блин, девушка, давайте я вам помогу. А? Чем больше будете стоять, тем больше будет страшно, так что не бойтесь. Давайте руку. Давай руку и потом не даст. Вот и все, проходите. Оп. Все, пожалуйста. Ну чего, там нормально, живая? Все, пройдешь нормально? Ребят, торопимся, пушки мерят. Да, там слезают. Стой уж не железки, потому что у нас на доске тут много стоит. Руку дать? Не, спасибо. Практически рядом с началом пятого сегмента сверху находится вырез, через который мы и полезем. Он узкий, а трафик большой. Приходится подождать, пока слезут ребята, которые наверху. А у пилки это люк. Ты хочешь как туда пролез? Реально? Вот это и есть не залаз, это таки люк. Давай, давай, не тормози. Так, что у нас там происходит? Темнеет? А, блин. Можно сказать, это было больно. Да, все на приятном. Пока ждем спускающихся ребят, успевает уже основательно стемнеть. Начинает залезать наверх те, кто был передо мной. Поэтому, чтобы успеть заснять хоть что-то на GoPro-шку, прошу разрешения у оставшихся товарищей пролезть без очереди. И, получив добро, устремляюсь в этот узкий проем. И я тебе скажу. Ох ты ж ё! У всех одинаковая фраза, да? Ну, что-то типа того, да. Абсолютно одинаковая. Я тоже сам. Так. Сейчас, погоди. Возьми фонарь, пожалуйста. Так, спасибо. Сейчас сумка. Там... Нет, это надо еще и сверху снимать. Да это шиза вообще. А, у меня уже GoPro. Опа. Так, ага. Андрюх? Да, здрасте. Всем привет, с вами МШ. Все как обычно. Да. Мы находимся в очередной жопе мира. Я немножечко застрял. Опа. Фух. Фух. Ядрить копытом. Спасибо большое. Пока мы залезали наверх, пока вытаскивали девчонок, тоже сюда, через этот хитрый залаз, уже довольно-таки сильно стемнело. И тем не менее, мы уже находимся наверху. Да, привет. О, спасибо, да, это очень приятно. Вот, мы находимся на Подольско-Воскресенском мосту, и вот перед нами открывается замечательный вид на град Киев. Теплынь, неимоверная теплынь. И я говорю, ребят, такой погоды у нас не бывает в Питере даже летом, а тут конец сентября. Просто красота. Просто красота. И сверху уже практически полная луна. А когда я несколько дней назад шел по Чернобыльской зоне отчуждения, еще только молодой месяц наступал. Фокус, не теряйся, родненький. На другой стороне тоже тусят ребята, но с той стороны открывается не такой клевый вид. Футболочка, какая няшная футболочка. Сейчас, погоди, у меня фокус не успевает наводиться. Все, отлично. Очень няшная футболочка. Все, довольно? Конечно, классно. Да, супер, просто вид обалдительный. Уже успело стемнеть, но по-прежнему вид радует. Мы
немножечко тут пофотографировали, поболтали. Мост очень сильно разогрелся за день на жарком солнце. Вдали виден пешеходный мост, с которого я сегодня прыгал с Верья. Раз, два, три. Три. В общем, красота. Так он красиво подсвечен. Супер. В свое время я был на выставке в Русском музее, посвященной, я не помню, какой-то дате из жизни одного из очень любимых мной художников, Архипа Ивановича Куинджи. И у него есть очень красивая картина. Я не знаю, насколько вы, мои подписчики, увлекаетесь художественной живописью. Мне она просто очень сильно нравится. И эта картина называется «Лунная ночь на Днепре». «Ночь на Днепре» – первая работа Куинджи, для которой автор организовал необычную выставку. В полностью затемненной комнате на полотно был направлен луч света, благодаря чему простой сюжет засверкал настолько ярко, что некоторые недоверчивые зрители даже заглядывали за картину, чтобы убедиться, что она написана не на стекле. Я вот сейчас вот сижу, и как-то она мне вспомнилась. Конечно, картина, там нету вот этой вот иллюминации, там нету этой подсветки, но тем не менее спустилась темнота, Днепр, отражение Луны очень напомнило мне эту картину. В принципе, вы сейчас ее видите, естественно, это фотография, но тем не менее, я думаю, что-то она напоминает из того, что вижу сейчас я. Своя романтика. Ну, где-то мы вот на Подольско-Воскресенском мосту провели час, наслаждаясь просто замечательными видами. Сейчас в полной темноте нам предстоит, как в полной темноте, фонарями будем, конечно, подсвечивать, но естественного света уже нету. Сейчас полезем по всем этим конструкциям обратно, это будет тоже своеобразный экшен. Вы видели, насколько, как сказать, не то, что непросто, но много нужно различных телодвижений совершить, своеобразный такой медленный паркур. Сейчас мы полезем еще во 100 крат аккуратнее, чтобы никуда там не упасть, потому что здесь-то ладно, Днепр, тут как бы все понятно, а там различные конструкции, и стать героем медвежьего фарша как-то нам не очень хочется. Поэтому я думаю, что спустимся, и там снизу с вами уже попрощаемся. Так что пожелайте нам удачи. Конечно, смотрится это очень круто, когда ты идешь по верхушке этого моста, тень такая отражается, снизу там баржа идет, далеко внизу вообще жизнь какая-то идет. И сейчас нам в этот низ придется спуститься. Долгий-долгий путь вниз. Главное, чтобы рюкзачок, который я там оставил, не растащили. Но вроде ребята, которые здесь забирались, все вменяемые и адекватные. Ох, мать моя женщина, отец мой девственник. Забираться наверх всегда немножечко проще, чем спускаться вниз, потому что ты не видишь, что находится внизу. Да, теперь нам придется... Вот в этот люк нырнуть. Да, в этот люк нам сейчас надо будет нырнуть. Да. Что, жим-жим? Есть немножко. Ой, там еще люди. Свободно? Там кто-то есть, да? Да, там кто-то есть. Паломничество на мост. Понятно. Ой. Ты сейчас слезаешь, я тебе штатив дам. Ой, даже видно. Ой, как неприятно-то, а? Мы спускаемся вниз с теми же ребятами, с которыми попадали наверх, которые также составляли компанию «Девчата поют песни». И это очень, на самом деле, необычный момент, потому что никогда еще под музыкальное сопровождение, причем акапелла, я еще не руфил. Это, скажем так, новая тоже нотка в моих таких повазках. Девчата молодцы. Главное, чтобы не застряли, пока пели. Ай! Вот она говорит, попе больно, а я мальчик. Я могу стать девочкой. А судя по тому, насколько здесь до блеска вычищены вот эти вот штыри, то девочек здесь стало много. За всю историю. Арматуры, еще раз арматура. Ах, беда. Не имея возможности показать на себе, как выглядит спуск, показываю это, как спускаются ребята. В общем, то еще удовольствие. Вот так вот все дружно в рядок. А ты полезешь внутри, да? А, нет. Я лучше перестрахуюсь с этой перекладиной, я на нее сяду. Оу. Так, слушай, я за тебя тоже волнуюсь, так что ты давай аккуратно. Ноги немножко дрожат от некоторого адреналина. Здесь, конечно же, не так высоко, но, тем не менее, хватит, чтобы раздолбаться. Вон внизу там идет шпунтовое ограждение. В общем, то еще реально удовольствие. Но зато неплохая проверка на выносливость. Давай, Ксю, я в тебя верю.
Сейчас она пролезет, и уже как бы я рвану. Скажем так, мы слезли. Это клевая физическая нагрузка. У меня видно, наверное, как немножечко подпотело все. Встретил ребят, тоже меня смотрят. Привет, привет, канал Urban Tourism. Ксю, ты как? Отлично. Все отлично. Немножко прокачали свои мускулы, теперь надо пойти покушать. Еще раз в темноте ночной, слабо-слабо высвеченный моим фонарем, хоть который более-менее мощный, но тем не менее такие просторы. Подольско-Воскресенский мост, мы с ним прощаемся. Ну а с вами попрощаемся уже, когда будем что-нибудь вкушать, ребята. Девчата, спасибо вам за музыкальное сопровождение. Все, привет подписчикам. Привет подписчикам передавайте. Хорошо, привет. А какой канал? Urban Tourism. Так, еще раз. Urban Tourism. МШ, две буквы. МШ, знаешь, там, ну, Михаил Шпицицкий, грубо говоря, МШ. Набери в Яндексе. Вот, первые ссылки будут в Яндексе на меня. Подпишусь. Все, окей, счастливо, ребят, давайте. Аккуратней. Остатки пиццы называется. Я что-то хотел заснять нормальную еду, в итоге... вспомнили. Да, поздно вспомнили, поэтому грейпфрутовый фреш, пицца. Молочный коктейль. Молочный коктейль, и на этом можно попрощаться. Такой вот он вечерний залаз на Подольско-Воскресенский мост, местный баян. Но тем не менее... Всем приятного аппетита. Да, приятного аппетита, да, точно. Но тем не менее, точнее, не менее от этого красивый. Лайк, подписка, репост. До следующего видео. С вами был МШ. Сушь-полишка. Пока-пока.